Занятие 14, закрытие 4 уровня, роли. Значит, по нашим темам, да, вот по этим темам, по 3 уровню, по 4, в 2 словах по их значению. Да. С одной стороны, конечно, прямое назначение – это самореализация, да, чтобы человек мог двигаться вперед, к нему не должно быть претензий со стороны кармы, да, блокирующих воздействий, с одной стороны. С другой стороны, он должен выполнить ее условия, да, чтобы, да, иметь право. Это, с одной стороны, касается самореализации, с другой стороны, да, вот то, что мы с вами рассматриваем, в том числе это понимание требований к развитию в целом. Да, там, неважно, ну, скажем, в ряде случаев и неважно, там достижение может быть и по карьере, но если человек рассматривает, духовный человек, да, он познает духовный мир и выстраивает себя в соответствии с духовными законами. Да, вот он на земле находится здесь некоторое время, ему нужно понимать, к каким вершинам необходимо прийти. Да, и для части программа, ну, она же, наверное, и минимум, и максимум, да, это 3 уровень закрыть. Но для части, особо тем, кто видит себя в будущем на более высоких позициях, в качестве лидера, в качестве там, руководителя или известного человека, это требование 4 уровня. А если, скажем, кому-то в этом воплощении это не стоит как цель, то, по крайней мере, нужно четко прокладывать перспективы своего будущего развития. Да, потому что человек, для чего он рождается на Земле из воплощения в воплощение, чтобы шаг за шагом подниматься выше. Поэтому отношение к 4 уровню может быть слегка отличное у одной и второй категории, но в любом случае нужно понимать требования и понимать, при каких условиях человек достигает того или иного успеха, да, достигает тех или иных результатов. Значит, что мы с вами рассмотрим сегодня? Да, это роль. То есть ключевые вопросы. Да, вот человек на этом уровне себя как реализует, да, и, ну и дальше там, в каком состоянии он находится, ну, по крайней мере, им точно не управляют сомнения, страхи, другие глупости. Да. Негативные программы отдыхают, ничто не мешает думать рационально. Большинство людей мешает там, изменять свою жизнь. Что мешает? Страх мешает. Сделать что-то новое, то, что раньше не делал, да, ну и прочее. Итак, по ролям. В 2 словах, в чем суть 4 уровня? 4 уровень – это человек знаний. Далее человек знания. Он работает с чем? Он работает с информацией. Он решает наиболее сложные задачи, которые есть в этом мире. Не самые сложные. Самые сложные задачи, уникальные задачи решают люди примерно там 5 уровня, скажем, миллиардеры. Вот они делают то, что до них раньше не делали. Или миллиардеры, или политики, полководцы, ученые вот этого масштаба и выше, да, 5 уровень и выше. То, чего раньше вообще не было. Человек 4 уровня, он решает сложные задачи, их нельзя назвать уникальными. Да, предположим, он не открывает там, как делать станки или там неважно что, он просто строит бизнес, да, он исследует рынок, если это бизнесмен, да, исследует рынок, определяет, чего не хватает, и он строит успешный бизнес. Там нет ничего особенно уникального, но сами задачи, которые он должен решить, они точно уж не для простого человека. Они точно уж для самого умного человека, для очень умного человека, который способен в голове держать там десятки направлений всевозможных и состыковать их в одно целое. Значит, суть – это работа с информацией, да, решение очень сложных задач. Но еще более сложные задачи с более значимыми результатами решают следующие уровни. По большому счету, да, в нормальном адекватном обществе 4 уровень и выше, да, ну, 4 уровень – это элита общества. Примерно на данный момент плюс-минус там 2%, да, это вот элита общества, самые умные. И ключевые роли, да, которые сюда входят, да, что это? Это исследователи, да, то есть человек изучает, открывает для этого мира что-то новенькое. Да? И есть, конечно, гении, которые что-то принципиальное делают, но есть исследовательский процесс. Да? Да, он непростой, но все-таки
чуть-чуть попроще, чем те открытия, которые делают там люди гениальные. Но это непросто. Причем нужно сказать, что в той или иной мере быть исследователем необходимо любому человеку на 4 уровне, потому что он входит в какую-то новую сферу знаний, неважно, там по бизнесу или почему-либо. Ему же это нужно понять, и он учится постоянно, да, он обновляет свои программы. В отличие от большинства людей, это чему-то научились. Жизнь побежала вперед, а у них вот эта вот система представления и навыки, за которых они выйти не могут. Жизнь убежала, а люди остались. И они вздыхают, почему у них тяжело жить и там, скажем, низкие доходы. А они остались в прошлом. Они остались в прошлом, а жизнь убежала вперед. Да? И если человек на 4 уровне и выше, он постоянно вот в этом процессе живет. Он должен идти в ногу со временем. А самые умные люди, они определяют это будущее. Они создают принципиально новые возможности, о которых другие не думают. Поэтому исследователь и как профессия, профессионал, и для своей сферы. Да? То есть человек, он познает, систематизирует, он формирует в любом случае систему представления, которая позволит ему принимать эффективные решения. Если знания в голове смутные, он не может принимать эффективные решения, он не может быть успешным. Да? Поэтому в любой сфере жизнедеятельности человека этого уровня в какой-то мере он должен быть исследователем. Понятно, профессионал больше владеет инструментами для исследований, остальные немного поменьше, но это как бы роль номер один. Вторая роль – это формирование лидеров. Да, формирование лидеров. Это может быть, опять же, профессия, или это может быть, ну, неважно, там, человек ставит любой процесс, неважно, бизнес-процесс, общественный процесс, политический процесс. Да, поэтому формирование лидеров и для общества в целом как процесс, и для своего процесса. Да, это следующая функция, которой человек владеет. Преподавание, да, профессура. Это не для деток, а это там, в ведущих университетах там, конкурс 2 человека на место, и все там с красным дипломом, предположим. Но это нужно быть в 10 раз умнее, чем аудитория, предположим. А чтобы преподавать для такой аудитории какие-то сложные предметы. Да? Это преподавание. И, можно сказать, программирование процессов. Да, потому что там есть бизнес внизу, это ручное управление. А там, где на верхних уровнях, там, где миллионеры и выше, да, это в большей степени программирование. То есть это свод правил, система расчетов, инструкции, где человек, он сам не рассказывает. Вот, пожалуйста, все прописано, все задокументировано, все рассчитано. Да, это как бы документы на несколько диссертаций. И если там все сделано правильно, процесс развивается. Да. Что сделать, чтобы процесс масштабировался с одной стороны, с другой стороны, чтобы он работал самостоятельно. А для этого нужно решить задачу, все рассчитать и все прописать. Это задача для человека 4 уровня и выше. Это основные роли. То есть в основе лежит в любом случае работа с информацией. Да? Формировать систему представлений, настолько четкую, подробную, которая позволяет решать сложные задачи. Вот в основе информации понятийная база, логический аппарат, как этой информацией воспользоваться. И так, чтобы вот эта система понятия плюс логика могли бы создавать необходимый результат, решения, да, документы, расчеты, которые позволяют запускать те или иные процессы, политические, общественные, там, бизнесовые, работать с людьми, не с простыми, да, формировать лидеров, готовить людей 3 уровня и выше.